Дорогие весы, для вас февраль – это месяц, который меняет правила игры. Вы почувствуете, как прежние сценарии теряют актуальность, освобождая пространство для чего-то более масштабного. Скопление планет Водолея смещает фокус на ваш внутренний стержень. Сейчас важно понять, кем вы ощущаете себя на самом деле, какую роль готовы на себя взять и какие цели выберете осознанно, не оглядываясь на мнение окружающих. Если раньше вы действовали как удобный командный игрок, то сейчас Плутон и Марс в Водолее подталкивают к более сильной и заметной роли. Это удачное время, чтобы начать проект, на который вы не решались. Нагрузка возрастет, но вместе с ней придет право на более высокий статус и особые условия работы. В финансовой сфере наступает период наведения порядка, который даст ощутимую пользу. Речь не о жесткой экономии, а о разумной эффективности. Сейчас стоит пересмотреть условия по кредитам, страховкам и взаимодействию с банками. Есть возможность снизить проценты, улучшить условия или получить дополнительные преимущества. Разрыв невыгодных договоренностей к концу месяца освободит ресурсы для личных покупок и вложений в себя. Февраль благоприятен для обучения новым навыкам и современным подходам к работе. В личной жизни начинается спокойная и полезная переоценка. Вы перестаете тратить силы на поддержание формальных или истощающих связей. Февраль – месяц насыщенный и полон судьбоносных событий. Давайте перейдем к подробному разбору и начнем с полнолуния во Льве. Если в последние недели вы действовали незаметно, то в полнолуние результаты становятся видимыми. Это момент, когда ваши усилия получают отклик, а личная позиция – признание. Ситуации складываются так, что вас замечают, слышат и учитывают. В профессиональной сфере наступает этап подведения итогов. Завершаются переговоры, ставятся окончательные точки в проектах. Возможны выплаты, бонусы или подтверждение вашего статуса. Это удачное время, чтобы закрыть старые задачи и освободить место для более сильных целей. Вместо споров и борьбы за правоту вы получаете шанс занять ведущую позицию. Финансовые вопросы требуют спокойного и трезвого подхода. Это хороший день для закрытия мелких долгов и наведения порядка в расходах. Вы поймете, где деньги уходят впустую и как распределить ресурсы, чтобы к середине месяца чувствовать больше свободы и устойчивости. В личных и деловых отношениях полнолуние действует как естественный отбор. Слабые связи растворяются без конфликтов, освобождая пространство для новых людей и перспективных контактов. Возможны яркие встречи, приглашения или начало сотрудничества, которое вырастает из симпатии и взаимного интереса. В это полнолуние важно не уменьшать свои достижения и не отказываться от заслуженного. Завершайте то, что себя исчерпало, и спокойно принимайте результаты своего труда. 14 февраля начинается период, который на несколько лет вперед меняет ваш подход к жизни. Сатурн, планета структуры, границ и порядка, переходит в знак Овна. В работе данный транзит запускает процесс укрепления вашего профессионального веса. Это подходящий период для долгосрочных соглашений и официального закрепления вашего положения. Случайные партнеры или непрофессиональный подход постепенно уходят. В вашем окружении остаются люди, для которых важны результат, надежность и репутация. 17 февраля наступает одно из важнейших событий года – новолуние и солнечное затмение Водолея. Это новый виток жизни, в котором вы больше не обязаны соответствовать ожиданиям и играть чужие роли. В профессиональной сфере вы можете ясно осознать, где работа перестала вас вдохновлять. Затмение подталкивает к формату, в котором вы не просто выполняете задачи, а создаете ценность своего имени. Это сильный момент для запуска личных брендов, креативных направлений и онлайн-продуктов. Если вы работаете в команде или в найме, именно в этот период может появиться идея или предложение, которое выделит вас и даст больше свободы в действиях. Вас начинают замечать не за исполнительность, а за мышление и оригинальность.
В личных отношениях появляется легкость, азарт, желание делиться и радоваться. Для пар это шанс обновить формат общения, добавить совместные планы, путешествия или общее дело, которое сближает. Для одиноких весов возможны яркие знакомства, которые начинаются с дружбы, интереса и совпадения взглядов. Это союз на равных, где вас воспринимают такими, какие вы есть. Финансовое это затмение открывает нестандартные возможности. Деньги приходят через интерес и увлечение. Хобби, творчество, знания, цифровые форматы, обучение и консультации – все это может стать источником дохода, если вы позволите себе попробовать. Особенно важно в этот период задать себе вопрос: что я делаю легко и с удовольствием? Именно здесь скрывается потенциал для вашего роста. 17 февраля поддерживает вашу самореализацию, и все, что начнется вокруг этой даты, подпитывается удачей. С 26 февраля Меркурий начинает ретроградное движение в Рыбах. Для весов это сигнал к внимательности в коммуникациях, документах и любых договоренностях. Энергия ретроградного Меркурия всегда замедляет привычные процессы, провоцирует путаницу и возвращает темы из прошлого, требующие доосмысления. Особенность этой даты в том, что она зеркальна. Это усиливает эффект возврата и заставляет внимание к мелочам быть особенно острым. Профессиональная сфера под этим влиянием требует двойной проверки всех решений. Контракты, деловые письма, обсуждение планов – все нужно тщательно пересматривать, чтобы не допустить ошибок и недоразумений. Весам важно фиксировать ключевые моменты и перепроверять информацию, даже если кажется, что детали уже понятны. Старые проекты или недовыполненные задачи могут неожиданно вернуться в повестку дня, требуя завершения. В личных и социальных отношениях ретроградный Меркурий проявляет себя через недопонимание, неожиданные отклики и возвращение людей из прошлого. Это время проверяет, насколько ваши связи устойчивы, а также показывает, с кем реально стоит продолжать взаимодействие, а с кем завершить отношения. Для весов особенно важно прислушиваться к интуиции, потому что слова могут быть обманчивы, а эмоции мешать оценке ситуации. Финансовые вопросы под ретроградным Меркурием тоже чувствительны. Любые крупные решения, особенно связанные с инвестициями, кредитами или долговыми обязательствами, лучше отложить до выхода Меркурия из ретрограда. Ошибки или недопонимания в этот период могут иметь долгосрочные последствия. Зеркальная дата усиливает необходимость замедлиться, пересмотреть старое и подготовиться к будущему. Для весов это шанс закрыть незавершенные вопросы, оценить прошлый опыт и избежать импульсивных решений. Наблюдайте, фиксируйте детали и тщательно планируйте шаги на ближайший месяц. Это период, когда осознанность и внимательность становятся главным инструментом успеха. Для вас февраль 2026 года – это месяц выбора в пользу себя. Он приносит ясность, уверенность и ощущение правильного направления. Вы выходите из февраля с обновленной энергией и готовностью действовать без сомнений. Все важное уже идет полным ходом, дальше остается не сворачивать с пути. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскоп для весов на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!